Всем привет! Хочу предложить вам интересное, разнообразное постное меню на праздник. Нас ждут закуски, салаты, горячие напитки и десерт. Начнем с моей самой любимой закуски – грузинские пхали. Нас ждут целых 3 вида. Точное количество продуктов вы найдете в описании. Грецкие орехи отправляем в чашу блендера, туда же добавляем столовую ложку молотого кориандра, немного соли, несколько долек чеснока, молотого перца и пучок свежей кинзы. Кинзу можно порезать для удобства. Все измельчаем до однородной массы. Вот такая плотная масса должна получиться. Основа для наших пхали готова. Делим нашу основу на 3 части, приблизительно одинаковых. Первым дополнением у нас будет шпинат. Можно взять свежий или замороженный. Вторым номером у нас будет стручковая фасоль, у меня замороженная. И третьим дополнением будет свекла, у меня запеченная. Но можно и сварить. В сотейнике кипятим воду и бросаем шпинат. Варим пару минут до мягкости. Достаем шумовкой и отправляем на дуршлаг, чтобы стекла лишняя вода. В эту же кипящую воду отправляем фасоль. Варим пару минут до мягкости и отбрасываем на дуршлаг. Фасоль измельчаем с помощью блендера и смешиваем с 1 частью ореховой массы. И временно откладываем в сторону. Шпинат мелко режем и смешиваем со 2 частью ореховой массы. И также откладываем в сторону. Свеклу натираем на мелкой терке и отправляем ее на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость, чтобы пхали не потекли в итоге. Смешиваем свеклу с оставшейся ореховой массой. Теперь формируем пхали. Размер, форма может быть любая, по вашему желанию. Украшаем зернами граната. Простая, красивая и очень вкусная закуска готова. Следующими у нас будут тарталетки с тыквенным хумусом. В чашу блендера отправляем тыкву, можно свежую, как у меня, можно предварительно запечь. Также отправляем немного красного болгарского перца и измельчаем до однородности. Добавляем сваренный нут, можно консервированный из банки, немного соли, молотый перец, паприку сушеную и молотый имбирь. Обязательно добавляем пару столовых ложек оливкового масла. Измельчаем до однородности. Добавляем свежевыжатый лимонный сок. Обязательно его процедите, чтобы не попали косточки. По желанию можно добавить пару ложек деактивированных пищевых дрожжей. Обязательно добавим очень мелко порезанного сладкого синего лука. Перемешиваем ложкой и раскладываем по тарталеткам. Украшаем мелко порезанным свежим огурчиком и помидоркой черри. Вот такие симпатичные тарталетки получаются, солнечные и яркие. Для следующей не менее яркой закуски нам понадобится грейпфрут, авокадо, тофу-паста, у меня с травами, либо берите обычный тофу, без добавок, но тогда нужно будет поиграть со специями. Авокадо чистим и отправляем в высокий стакан. Добавляем тофу-пасту или тофу, пару ложек, оливковое масло, лимонный сок и погружным блендером смешиваем до однородности. Вот такая красота получается, смотрите, какой цвет классный. Если вы используете обычный тофу, то добавьте соль и перец по вкусу обязательно. Теперь нам нужно почистить грейпфрут. Нам нужна только мякоть, без прожилок и кожицы. Наполняем тарталетки и украшаем кусочками грейпфрута и тыквенными семечками. Можно еще посыпать кунжутом. Все готово. Быстро, красиво и очень вкусно. Следующим блюдом в нашем праздничном меню будет самое быстрое заливное. Очень красивое, эффектное и вкусное. Сварим бульон. Нам понадобится пару стеблей сельдерея, пара небольших морковок, 1 луковица, несколько зубчиков чеснока. Все это отправляем в кастрюлю, добавляем душистый перец и гвоздику и после закипания добавляем соль. И еще пучок свежей петрушки. Варим минут 20, процеживаем
И получаем ароматный готовый бульон для заливного. Теперь разведем агар-агар в холодной воде согласно инструкции на упаковке. И пусть агар-агар пока постоит и набухнет. А мы тем временем займемся наполнением заливного. Из моркови, выловленной из бульона, можно вырезать цветочки или что получится. Красный сладкий перец порезать небольшими кусочками. Одним из вариантов наполнения у меня будет копченый тофу. Его режу мелкими ромбиками. Я использую маслины, консервированный горошек, свежий не берите, он странный вкус такой какой-то дает. У меня кукуруза консервированная, предварительно замоченная соевая так называемая спаржа и маринованные грибы. Возвращаем бульон на плиту, доводим его до кипения, вливаем разбухший агар-агар, перемешиваем, кипятим 2 минуты, все. Теперь раскладываем начинку по формочкам, у меня силиконовые, и заливаем горячим бульоном. Через 2 часа все готово. Агар-агар застывает очень быстро, и буквально через пару часов у нас готово потрясающее заливное. Подавать с хреном или горчицей. Какой же Новый год без оливье? Наш салат без майонеза. Картошку сварим в мундире, почистим, режем кубиками, морковь тоже кубиками порезали, маринованные огурцы, сладкий фиолетовый лук, немного свежих огурчиков, консервированный горошек. Нам понадобится авокадо и кислое яблоко. Порежем их кубиками и сбрызнем лимонным соком, чтобы не потемнели. Отправляем в салат. Свежая зелень, у меня укроп и зеленый лук, мелко порежем и в салат. Еще один авокадо для соуса. Чистим и отправляем в высокий стакан. Добавляем сок лимона, соль, оливковое масло и измельчаем до однородности. Нежнейший соус готов. Теперь все смешиваем и, честно скажу, это самый вкусный веганский оливье, который я когда-либо пробовала. По необходимости добавляем соль и перец. Все, можно подавать. Следующим салатом у нас будет мимоза. Авокадо чистим, режем, разминаем вилкой. Добавляем 2 листа нори. Их нужно порезать максимально мелко, на тонкие-тонкие полосочки. Добавляем пару чайных ложек воды, соль и перемешиваем. Затем немного веганского майонеза и снова перемешиваем. Картошку, сваренную в мундире, трем на крупной терке, и также трем на крупной терке морковь, которую мы тоже сварили предварительно. Формируем салат. Я это делаю в кулинарном кольце. Слой картошки, сверху немного майонеза, добавляем лук, выкладываем нерыбный слой, разравниваем, затем слой моркови и немного майонеза. Для традиционно желтенького верха я использую тофу и смешиваю тофу с пищевыми дрожжами. Обязательно нужно добавить соль, потому что тофу всегда не соленый. На морковный слой выкладываем немного лука, и сверху идет уже тофу слой и немного майонеза. Как и всем слоеным салатам, этому салату нужно постоять в холодильнике минимум 2 часа, чтобы он пропитался. Через 2 часа снимаем кольцо и украшаем по своему желанию. На горячее подаем жульен в тарталетках. Тарталетки я делала сама, но можно использовать и те, которые из магазина. Грибы моем, чистим и нарезаем крупными кусочками. Обязательный ингредиент – это копченый тофу. Натираем его на крупной терке. Используйте именно копченый, не пожалеете. Он придает очень интересный вкус. Нарезаем чеснок. Первым в сковородку отправляется лук. Обжариваем пару минут до золотистого цвета, затем добавляем чеснок. Отправляются грибы к луку и чесноку и обжариваем под крышкой минут 10. Затем к грибам отправляется копченый тофу. Обязательно добавьте тимьян, сухой или свежий. Тимьян и грибы созданы друг для друга. Обжариваем под крышкой еще 5-10 минут и в самом конце добавляем соль. Сделаем соус. На раскаленной сковороде обжариваем пшеничную муку до золотистого цвета, постоянно помешивая. Затем вливаем немного растительного масла и быстро перемешиваем.
Затем частями вливаем растительное молоко, у меня миндальное, и постоянно интенсивно перемешиваем, чтобы не было комочков. Добавим соль и молотый перец. Обязательно натрите мускатный орех, так соус будет еще вкуснее. Вот такой шикарный соус у нас получается. Наполняем тарталетки, ставим их на противень и сверху поливаем соусом. Отправляем тарталетки в духовку при температуре 180 градусов на 10-15 минут. Шикарный жульен в тарталетках готов. Сверху украшаем тимьяном и розмарином. Вторым вариантом горячего блюда может быть шепардский пирог. Рецепт есть на моем канале, ссылку я оставлю в описании. На десерт по моей задумке должны были быть елочки, но получились башенки. Рабочую поверхность припыляем мукой. Размороженное, готовое, слоеное бездрожжевое тесто раскатываем в пласт. Разрезаем на полоски шириной примерно 1,5 см. Берем специальные конусы для трубочек и накручиваем тесто внахлёст. Если нет таких конусов, их легко можно сделать из плотной фольги. Выкладываем елочки на противень и отправляем в духовку готовиться. В моей духовке где-то примерно 20 минут. Они подрумянятся и будут симпатичными. А тем временем сделаем крем. Кокосовое молоко 250 мл выливаем в сотейник, добавляем столовую ложку кукурузного крахмала, тщательно перемешиваем венчиком и отправляем на средний огонь, чтобы молоко немного прогрелось. Добавляем 30 грамм белого веганского шоколада. Перемешиваем и варим крем до загустения. Вот такой красивый крем получается. Второй вариант крема у меня с горьким шоколадом. Повторяем все те же шаги точно так же, но вместо белого шоколада добавляем 30 грамм 75% горького шоколада. Перемешиваем, варим до загустения. Когда крем готов, переливаем в мисочки оба крема и накрываем пленкой в контакт, чтобы он не заветрился, и даем остыть. Трубочки готовы, остужаем их и убираем конусы, они вынимаются очень легко. Теперь наполняем трубочки кремом и украшаем по своему вкусу. Десерт готов. Быстро, просто, но очень вкусно. В праздник нужно что-то пить. Предлагаю невероятно вкусный яблочный глинтвейн. Яблоко, апельсин разрезаем на части и отправляем в сотейник. Добавляем цедру лимона, палочку корицы, пару гвоздичек, тертый мускатный орех, кардамон. Все заливаем стаканом воды и стаканом яблочного сока. Отправляем на плиту, доводим до кипения, но не кипятим. Выключаем газ, накрываем крышкой, даем постоять, а затем процеживаем и разливаем по бокалам. И еще один вкуснейший напиток – освежающий имбирный эль. Корень имбиря чистим и нарезаем на полосочки. Отправляем в сотейник, заливаем стаканом воды и отправляем на средний огонь кипятить 5 минут. Снимаем с огня, накрываем крышкой и даем постоять примерно час. Через час процеживаем, всыпаем сахар по вкусу, возвращаем на плиту, разогреваем до растворения сахара, кипятить уже не нужно. Выливаем в банку с плотно закрывающейся крышкой. Храним в холодильнике, это основа нашего эля, хранится достаточно долго он. Непосредственно перед застольем смешиваем все компоненты в пропорциях. 3 части сильно газированной воды, 2 части имбирного сиропа и 1 часть сока лайма. Добавляем лед, свежую мяту и разливаем по стаканам. Очень вкусный эль получается, вот поверьте мне. Надеюсь, вам понравился мой вариант постного новогоднего меню. Пишите, что вы думаете в комментариях. А я хочу поздравить всех с зимними праздниками, пожелать вам всем удачи, здоровья и хорошего настроения. Скоро увидимся. Всем пока!